Столица атакована впервые после объявления перемирия. -3 офицера. Удар по Верховной Раде и десяткам объектов. Показаны точки. Киев экстренно просит помощи США. Чего хочет Зеленский за сутки до парада в Москве? Столица РФ в режиме военной тревоги. Усиленная охрана Путина. Под прицелом купол Кремля. Призыв гостям парада не ехать в Москву. Резкое заявление о капитуляции. 1 шаг до завершения войны. Срочный ответ Запада России. Условия Путина отвергнуты. Ереван и Москва на ножах. Россия бьет по Армении за Зеленского. Мерц готов к разговору с Кремлем. Уничтожение арсеналов оружия. Россияне штурмуют Европу, а ЕС готовит перепись украинских беженцев. Смертный приговор коррупционерам, покупавшим российское ПВО, и еще о том, как целая столица уходит под землю. Проседание мегаполиса на 2 сантиметра в месяц. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время прятков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Полное прекращение огня и всех боевых действий. Оружие по приказу Путина с российской стороны должно было умолкнуть в 00:00 8 мая. Кремль приказал остановить наступление. Москва официально объявила о начале перемирия. В заявлении Минобороны говорится, что это распоряжение Кремля, и вновь звучит обращение к Киеву. Цитирую. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Призываем украинскую сторону последовать этому примеру. Кремль резко усилил охрану Путина перед 9 мая. С четверга действует особый режим. На фоне налетов дронов и сообщений о подготовке массированного ответа по Киеву столица России фактически переводится в режим военной тревоги. Песков подтверждает усиленные меры охраны и при этом ответил на вопрос, связано ли это со страхом госпереворота или покушения на Путина. Детали приводит агентство Рейтер. Однако он отверг сообщение CNN и других западных СМИ, опубликованное на этой неделе со ссылкой на анонимный европейский разведывательный источник, в котором утверждалось, что Кремль резко усилил охрану Путина из-за опасений государственного переворота или покушения. У меня к вам один вопрос. Что такое европейская разведка? Я не знаю о существовании такого, сказал Песков. Под усиленной охраной окажутся и те, кто решится приехать в Москву. Гостей в этом году немного, традиционно Лукашенко, а еще представители Абхазии, Южной Осетии, Лаоса, Малайзии и Республики Сербской. Указан также и Фица, но он свое участие в параде отвергал. Кроме того, на парад отказался ехать и Пашинян, который недавно встречался с Путиным, а потом принимал в Ереване представителей ЕС. Он уверяет, что занят, так как в Армении начинается предвыборная кампания. При этом в Кремле уверяют, что в этом году не рассылали специальных приглашений. Издание Moscow Times также уточняет, что лидеры бывших республик СССР впервые с 2022 года также не побывают на параде в Москве. Из глав стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ приедет только Лукашенко. В Москву не прилетят лидеры Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Зеленский при этом вновь реагирует на заявление Москвы и говорит, что Кремль просит у Киева разрешения на проведение парада и безопасный выход на Красную площадь. В то же время на Банковой, говорят, будут действовать зеркально и не рекомендовали тем, кто решил ехать в Москву, это делать. Уже сами россияне говорят об ударах после 9 мая. Странная и совершенно неадекватная логика российского руководства. Мы также получили обращения от некоторых государств, близких к России, о том, что их представители собираются быть в Москве. Странное желание в такие дни. Мы этого не рекомендуем. Удар по Верховной Раде, всему правительственному кварталу, по посольствам и другим важным для России объектам. Москва в эфире федерального канала озвучила цели атаки по Киеву в случае срыва парада. Объектом для поражения для нас является улица Банковой. В сюжете Скобеевой указаны улицы и все адреса дипведомств. Упоминается Германия, Япония, Армения и Латвия. Но не уточняется, что на той же улице Грушевского, куда собирается бить Россия, есть еще и посольство Китая. Запад уже ответил Москве. Эвакуации из Киева, к которой Москва неоднократно призывала, не будет. Послушайте. Угрозы России напасть на Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики. Что касается нас, ЕС, то мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Россия в очередной раз нагло пытается возложить вину на Украину за свою собственную агрессивную войну.
В то же время в украинских медиа также звучат заявления о возможных целях в Москве. Среди них купол Кремля. Но в этом нет особой стратегии, кроме эмоциональной, уверяют военные аналитики. В Киеве считают, что куда эффективнее атаковать российские оборонные заводы, производящие «Искандеры» и другое оружие. Цитирую. То есть в теории мы могли бы попасть в купол в Москве, но есть ли в этом смысл? Чисто психологическое удовлетворение мы, конечно же, получим. Но какова эффективность? Конечно, эмоциональная составляющая должна присутствовать, но она не должна затмевать военную необходимость. Поэтому еще раз говорю, что я бы лучше променял удар по Москве на удар по условному Воткинскому заводу. Отмечу, что Россия уже обвинила Киев в срыве перемирия. За полночь над территорией РФ были зафиксированы десятки дронов. Часть из них сбита на подлете к Москве. Друзья, как считаете, чем все закончится? День X уже завтра. Оставьте свои комментарии по этому поводу под видео, а я продолжаю. Зеленский максимально раздражен и срочно отправил главного переговорщика Украины Рустема Умерова в США на фоне фактического развала мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом пишет Политика. В Майами он проведет закрытые встречи с человеком Трампа, Уиткофом, пока Белый дом официально хранит молчание, говорится в публикации. Киев уже несколько месяцев ожидает визита Кушнера и Уиткофа в Украину. При этом Зеленский заметно теряет терпение, поскольку Уиткоф с начала переговоров под эгидой США в прошлом году уже 8 раз посещал Москву, тогда как с украинскими официальными лицами встречался только в США или в других странах за пределами Украины. Мы поддерживаем с ними контакт, но я думаю, что этот визит в Киев нужен им больше, чем нам, заявил Зеленский в прошлом месяце. На столе переговоров на этот раз 3 темы: гуманитарные вопросы, активизация переговоров с Россией и договоренности для Киева в сфере безопасности. Киев при этом запросил помощь США. Как и 81 год назад, так и сейчас Америка может помочь миру своей справедливой и сильной позиции против агрессора. И важно, что американский народ сейчас относится к России именно как к агрессору. Россия не видит смысла в новом раунде переговоров, пока Украина не пойдет на условия Москвы. Об этом заявил помощник Путина Ушаков. Он сказал: «Убеждать друг друга во многом трата времени». Это была цитата. А поэтому Москва вновь призвала вывести ВСУ из Донбасса, а фактически капитулировать, потому что именно так эти действия расценивает Украина. Все понимают, в том числе и украинские переговорщики, что сейчас Киеву нужно сделать лишь один серьезный шаг, и после чего, во-первых, приостановятся военные действия, а во-вторых, откроются перспективы для серьезного обсуждения перспектив дальнейшего долгосрочного урегулирования этой проблемы. Ереван и Москва на ножах. Россия и Армения обменялись дипломатическими колкостями. Пашинян накануне открыто заявил: «Россия Армении не союзник», но это касается вопроса Украины. Такое заявление прозвучало на фоне критики в адрес Пашиняна, который на днях встречал в столице страны Зеленского. Цитирую. Что касается визита президента Украины, я уже делал заявление на эту тему. Мы направляли гуманитарную помощь Украине, и я говорил, что мы не являемся союзниками России по вопросу Украины. В то же время Россия вызвала на ковер в МИД посла Армении. Причина, как говорится в заявлении, неприемлемость предоставления в Армении в рамках мероприятий под эгидой ЕС трибуны главарю киевского нацистского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Это была цитата. «Москва негодует». Подчеркнуто, что в Москве испытывают в этой связи справедливое негодование и считают отсутствие со стороны официального Еревана должной негативной оценки подобного вопиющего поведения упомянутого визитера несоответствующим партнерскому характеру российско-армянских отношений. Новый звонок Путину из Берлина. Германия допустила прямые переговоры канцлера Фридриха Мерца с Кремлем, но только если Москва будет действительно готова к прекращению войны против Украины. Об этом глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил в интервью Bloomberg. По его словам, такой разговор возможен лишь в случае реальной готовности России сесть за стол переговоров. При этом министр подчеркнул, европейцы уже координируют усилия в так называемом формате «Евротройка», в который входят Германия, Великобритания и Франция. Эти страны готовы играть более активную роль в переговорах между Киевом и Москвой.
И если в какой-то момент такой разговор будет необходим и целесообразен, если со стороны России действительно появится готовность к содержательным переговорам, то канцлер, конечно, может быть к этому готов. Россия на фоне массированных налетов украинских БПЛА на территорию РФ заявляет об ударе по местам запуска беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и военной инфраструктуре Украины. Эти заявления были опубликованы до начала объявленного Москвой перемирия на фронте. В сообщении говорится об атаках по 156 районах дислокации украинских военных. Украина же заявила, Россия несет большие потери. Под прицелом оказалась крупная цель. 7 мая уничтожены арсеналы оружия, а также поражен малый ракетный корабль. В частности, в районе пункта базирования Каспийск в Дагестане. Украина нанесла удар по кораблю проекта «Каракурт». Это носитель ракет «Калибр». Однако степень повреждений уточняется, говорится в заявлении. Всех пересчитают и вернут. Украина готовится к возвращению беженцев из Европы. Кабмин хочет получить данные об украинцах в ЕС со статусом временной защиты. Об этом заявил министр соцполитики Денис Улютин после встречи с еврокомиссаром Магнусом Брунером. Киев уже думает, что делать после марта 2027 года. Именно тогда защита для украинцев в ЕС может закончиться. Сейчас этот статус имеют более 4 миллионов 300 тысяч человек. Тем временем в Брюсселе уже обсуждают продление программы еще на год. Украинские власти говорят, информация им нужна для подготовки к возвращению людей и восстановления страны. Наша позиция четкая. Мы хотим, чтобы украинцы возвращались домой, но это должно быть добровольное и осознанное решение. Ключевым фактором для принятия такого решения остается безопасность, которая зависит от ситуации на местах и от наших вооруженных сил. Поэтому люди должны иметь четкие, предсказуемые и законные возможности для дальнейшего пребывания в ЕС до тех пор, пока не будут обеспечены условия для возвращения. Россияне массово штурмуют Европу, несмотря на войну и санкции. По данным Евроактив, в 2025 году граждане России подали более 670 тысяч заявок на шенгенские визы. ЕС одобрил свыше 620 тысяч виз. Это на 10% больше, чем годом ранее. Большинство виз туристические. Почти 3/4 всех заявок пришлись на Францию, Италию и Испанию. Самый большой рост показала Франция – плюс 23% за год. На этом фоне в Евросоюзе усиливается раскол. Далее цитата. Конфиденциальные данные, с которыми ознакомилось издание Евроактив и которые были распространены среди национальных правительств, показывают, что в 2025 году выдача шенгенских виз гражданам России выросла. Это выявляет разрыв между политической риторикой Европы об изоляции Кремля и сохраняющимся спросом на российский туризм в ряде стран блока. Масштабный удар по столице. Ликвидированы ключевые командиры и офицеры. Бейрут атакован. Израиль нанес удар впервые после объявления перемирия. Целью операции стал командир сил Радван, элитного подразделения Хизбаллы. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации Ахмада Али Балута, который отвечал за подготовку атак против израильских военных и гражданских. Удар пришелся по Дахии, району, где расположены командные пункты Хизбаллы. На кадрах из города пожары и разрушенное здание. Операцию лично одобрил Нетаньяху, заявляет Сахал. Это первая атака по Бейруту с 16 апреля, дня, когда Трамп объявил о соглашении о прекращении огня между Израилем и Ливаном. По данным израильской стороны, вместе с Балутом были ликвидированы и другие представители Хизбаллы. Процитирую. В результате ударов были также ликвидированы другие ключевые террористы, включая Мухаммад Али Бази, в последние годы он возглавлял разведывательный отдел подразделения Насер, Хусейн Хасан Рамани, офицер воздушного наблюдения системы ПВО Хизбаллы. Эти ключевые террористы занимались подготовкой и осуществлением террористических атак против военнослужащих Цахала и израильских гражданских лиц. И сейчас еще одна громкая тема – это удары США по порту на иранском острове Кешм и в Бендер-Аббасе. Речь не идет о возобновлении войны, заявили в Америке. При этом центральное командование США уверяет, что Тегеран напал первым. Он атаковал эсминцы штатов, когда те проходили через Ормузский пролив в Оманский залив. Силы Вашингтона уверяют, что дали бой, отразили атаку и ударили в ответ. Помимо этого, в ночь на 8 мая над Тегераном активно работала система ПВО.
И теперь о той самой практике Китая, которую вы часто вспоминаете в комментариях. Смертная казнь за взятки. Си Цзиньпинь продолжает масштабную чистку армии и уже дошел до высшего руководства. В Китае сразу 2 бывших министров обороны приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения на 2 года. Речь о генералах Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу. Оба признаны виновными в коррупции. По данным газеты «Нью-Йорк Таймс», Вэй брал взятки, а Ли и брал, и давал. Обычно смертную казнь с отсрочкой в КНР заменяют пожизненным заключением. Напомню, один из осужденных, Ли Шанфу, возглавлял Минобороны всего 7 месяцев. В 2023 году он внезапно исчез из публичного пространства, а позже был снят с должности. Ранее генерал попал под санкции США за закупку российских истребителей Су-35 и систем С-400. Приговор бывшим министрам стал частью антикоррупционной кампании Си Цзиньпиня, пишет «Нью-Йорк Таймс». Столица стремительно уходит под землю. Под угрозой разрушения один из крупнейших городов мира – Мехико. Некоторые его районы проседают более чем на 2 сантиметра в месяц. Об этом пишет The Guardian. Теперь за городом следит новый спутник НАСА «Нисар». С помощью мощного радара он отслеживает даже минимальные изменения поверхности и показывает, где Земля проседает быстрее всего. Причина проблемы – это многолетняя откачка подземных вод. Мехико построен на месте древнего озера, под городом мягкая глинистая почва, и когда воду выкачивают, грунт уплотняется и начинает проседать. Из-за этого трескаются трубы, деформируются дороги и повреждаются линии метро. Из-за прорывов труб город уже теряет до 40% воды, что создает своего рода замкнутый круг. Ученые предупреждают, остановить проседание почти невозможно, пока Мехико продолжает выкачивать воду из-под земли, пишет The Guardian. Подземный водоносный слой до сих пор обеспечивает около половины водоснабжения столицы. По мере роста объемов откачки его истощение ускорилось. Уровень грунтовых вод сейчас снижается примерно на 40 сантиметров в год. Что касается самого проседания, серьезных попыток решить проблему почти не предпринималось, кроме укрепления фундаментов старинных зданий. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если вы оставите свой лайк, комментарий, сделаете репост этого видео. И до встречи уже завтра.